Всем привет! Ты попал на канал Custom Game Channel. Сегодня мы обсудим такую игру, как Warhammer 40k Dark Tide. Вышла она год назад, и я поведаю тебе, стоит ли в нее играть и улучшилась ли она спустя год с релиза. Досмотри этот ролик до конца, чтобы помочь в продвижении. Заранее спасибо. Будет интересно. What the hell is that? You're in for a fight now. Do me proud. Still alive? Good. Those goons need attention! Get moving. Extraction inbound. Move it. Move your asses. Сразу скажу, это субъективное мнение, и оно основано только на моих взглядах на игру. Если не согласен, пиши в комментарии. Начнем мы с релиза, ведь для понимания нужно знать, какой игра была в релизной версии. А был данный проект сырой. Контента не более чем на 100 часов игры, так и однообразный, малое количество карт и их однотипность. А также малый выбор снаряги. Да, ты скажешь, что ее там было много. Ну, да, только эффективно было 2-3 пушки у каждого класса. Остальное кал. То есть билд, как по мне, у каждого был 1-1,5, не более. К примеру, стрелок, или как он называется в игре, ветеран. Так что он представлял из себя на релизе? А вот что. Практически все билды строились через Spearhead Bolt, который разносил все в пух и прах. За долю секунды хасидского окрена испепелял в щепки. И все остальные пушки были попросту, не нужны. Они были слабее. Мы эту игру будем сравнивать с Vermintide, так как в целом это одно и то же. Так вот, насколько мне помнится, у Vermintide 2 были проблемы на релизе с оптимизацией. В релизе Dark Tide контора, которая разрабатывает и ту, и другую игру, уступила на те же грабли. И выпустила проект, в котором у меня FPS на релизе прыгал от 80 до 25-30. Причем это не зависело от того, как много эффектов у меня на экране, и также от графики. Упрись лицом в стену, эффект будет тот же. У тебя будет также прыгать FPS. Почему так? Непонятно. В общем, на релизе эта игра хоть и радовала своей атмосферой 40-тысячника, кровавыми и брутальными боями с хаосом, но, откровенно говоря, была очень однотипной и неоптимизированной игрой. В тот момент я наиграл 90 часов и ушел обратно убивать крыс. И вот, спустя год, мы с другом решили еще раз зайти в эту игру. И знаете что? Я был, мягко говоря, удивлен. Изменения в талантах. Начнем с того, что ранее у тебя едва ли изменялась одна способность — граната. К примеру, Огрен кидал простую коробку с гранатами, или же он мог кинуть эту же коробку, но в этот раз он узнает, зачем нужна ЧК. Box. 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 Lunch. Теперь же, спустя год, он научился кидать кирпичи. И подбирает он их с пола. Вау! Интеллектом запахло. Ну да ладно. Мемы про Огрена вы можете и без меня на ютубчике найти. Главное вот что. Ветка расширилась и добавились новые способности. Ранее тот же Огрен, как машина смерти с криками «За императора!», бежал в толпу, раскидывая всех. И при определенных талантах вешал кровоток. То теперь он может вместо этой способности выбрать еще две другие. Первое. Он в радиусе 8 метров агрит всех на 10-15 секунд. Точно не помню. И вторая. Это он берет свою пушку из второго слота и стреляет на 25% быстрее и ускоряет перезарядку. И в этот момент уже видно 3 ветки прокачки. Милишник Громила,
танк и тяжелый дальник. Но, откровенно говоря, все равно катают через громилу. Хотя в собранной пачке, думаю, можно и за другие спеки покатать. Ну вот в целом примерно так. В общем, по контенту. Что ж, карты добавили. За 4 часа игры мне попалось 2 новых. И ивентовый босс. Сложный зараза, мы его так ни разу и не убили. Но было весело, правда. Потому что раньше такого не было. Но вот нюанс. Этот босс состоит из 2 мобов. Дальник, стреляющий по тебе с небольшой задержкой, и разбрасывает мины. Милишник с мечом. Бьет в АОЕ какой-то непонятной молнией, ну, что-то такое. В целом у них одни и те же атаки. Вот они как будто ЛКМ и ПКМ в тупую долбят. И все. А побеждают они только одним. В лейт-фазе они закидывают тебя тонной бронированных мобов, на убийство которых ты должен потратить уйму времени. И постоянно открываться для атаки, что приводит к постоянному урону от боссов. И выглядит это все как тупое дрочилово. Ты тупо стоишь в блоке, делаешь одну тычку по мобу и в блок. Повторять овер 9000 раз. Конец. А, да. А еще твои союзнички забудут поставить хилку. И забудут про то, что ПКМ есть. То есть блок. И все. Ты один против 15 ультра жестких парней. Ну да ладно. Тут у меня, честно говоря, жопа пригорела, но все равно выглядит как-то неприятно. К примеру, в Верминтайде босс Некромантка. Там нужно покидать бочки в центр, побегать от ваншотающей волны, параллельно уклоняясь от разных элиток, а не тупой сфор Тагил. Новые режимы я не увидел, сравнивая с тем же Верминтайдом, ну, понятно почему. Там, конечно, больше времени прошло, но все же режимы разные есть. И роуглайк уровни с рандомной генерацией, рандомными перками. И вариация с прокачкой и усилением твоих пушек. А тут такого еще не завезли. Мы же говорим про то, что год спустя все-таки. Не знаю. В общем, изменения есть, но они прямо, незначительные. Да, новые карты выглядят красиво и сочно, но... Оптимизация. На этих картах, вот честно, я не понял, как это они сделали. Раньше у меня FPS, как я говорил выше, был 80, это просадки до 25-30, а теперь с 60 до 25-30. И все так же, вне зависимости от качества графики, от количества эффектов. Да, просадок стало меньше. Действительно так, реально, я почувствовал, врать не буду. Но когда они появляются в фотный момент... Усюка! Я бы с таким кайфом метнул свой монитор в лицо кому-нибудь. Ну, как? Как? Вы помните, сколько времени у Верминтайда длилась проблема с оптимизацией на старте? Я помню. 2-4 месяца, а тут год. Ребята, скиньтесь вы им на лечение этой игры. Ах да, там есть скинчики за донат новые. Спасибо. Сейчас я их просматриваю на низких настройках в 30 FPS. Вылетов сервера я не заметил. А у друга, с которым я играл, просадки были на высоких настройках. На низких они также были, но со 100 FPS до 70. Я думаю, это заметно глазу, и все еще непонятно, почему они до сих пор не поправили этот момент. Ладно, ругать игру можно долго, но в ней же плюсы должны быть. Да? Они есть. Пока все работает нормально, у тебя на экране происходит дичайший экшен. Кровь, кишки. Я лично кайфовал с каждого попадания кирпича по врагу. Да, даже те боссы, о которых я говорил, в целом-то ничего такие, сложные, заставляют попотеть. Хоть и бьют одними и теми же атаками. В целом игра нормальная. Но брать я ее советую либо по дикой скидке, либо если ты фанат этой вселенной. В ином случае бери Vermintide. Там и контента раза в 2 больше, и оптимизация нормальная. Я бы очень хотел, чтобы эта игра превратилась в нечто крутое. Даже, наверное, хотел бы, чтобы она была более схожа с Vermintide в плане насыщенности. Но, к сожалению, сейчас такого нет.
Я не хочу захейтить эту игру, сказать, что она плохая. Нет, она стоящая, но не тех денег, которые за нее требуют. С учетом, опять же, всего, что я сказал выше. Надеюсь, тебе понравился этот ролик, ты напишешь комментарий, поставишь лайк или дизлайк. Если не согласен, напоминаю, комментарии всегда открыты. А я на сегодня с тобой прощаюсь. До встречи. Box. 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 Lunch.